Раппорт данного узора составляет 12 петель в ширину, вот здесь, и 26 рядов в высоту. Вот здесь вот начало и здесь заканчивается. Сейчас вам покажу. Вот. Так, что хочу вам сказать. Значит, смотрите, у меня здесь в моем образце набрано 4 раппорта. То есть у меня здесь 20, 12, 24, 36 и 48 петель плюс 2 кромочные петли я набирала. Здесь есть вот нюанс. Я хотела вам показать всего лишь на одном раппорте, но покажу на этом образце, потому что здесь серединка вяжется все так довольно-таки просто, а вот в конце, ну здесь тоже ничего сложного нет, просто мы вот эту вот среднюю здесь убавку, которую делаем и по краям с каждой стороны. Вот, давайте приступим. Первый ряд узора. Начинаем, значит, кромочную снимаем, 1 лицевая, накид, за 2 петелечки заводим спицу и делаем убавку с наклоном влево, провязываем вместе лицевой. Дальше провязываем 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше 2 петельки я разворачиваю и провязываю их за переднюю стенку, тоже вместе делаю убавку уже с наклоном вправо и накид. Все, вот моих 12 петель, мой раппорт. Дальше начинаем уже повторять с первой петли. Здесь получается с 1 по 8 ряд никаких особенностей нет, ничего убавлять мы не будем с краю, это мы уже будем делать с 9 ряда. Вот, второй ряд, и все изнаночные ряды мы вяжем по узору, все петли идут здесь изнаночными, ничего сложного нет, так что изнаночные ряды вяжите самостоятельно. Третий ряд узора, кромочную снимаем, 2 лицевые, 1, 2, накид. Опять делаем убавку, 2 петли провязываем вместе лицевой. Сейчас мы вяжем 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 2 петли разворачиваем, чтобы сделать убавку, и провязываем их вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид и 1 лицевая. Все, наш раппорт готов. И опять повторяем все с первой петли. Пятый ряд, кромочную мы снимаем, провязываем 3 лицевые, 1, 2, 3, делаем накид, опять за 2 петли заводим спицу и делаем убавку, 2 петли вместе. Дальше у нас идет 3 лицевые, 1, 2, 3. 2 петли разворачиваем, провязываем их вместе лицевой, делая убавку с наклоном вправо, и провязываем еще после этого, сделали накид, не забываем обязательно, и провязываем 2 лицевые. Не забываем делать накиды, чтобы наш узор получился. Так, и повторяем опять с первой петли. Седьмой ряд узора, кромочную мы снимаем, провязываем 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, делаем накид, за 2 петли провязываем лицевую, делаем убавку, дальше идет 1 лицевая, 2 петли разворачиваем, делаем убавку и накид. И остается провязать 3 лицевые, 1, 2, 3. Все, повторяем опять с первой петли. Все, провязали мы сейчас 8 рядов узора с вами, и сейчас, начиная с 9 по 26 ряд, мы будем вязать с вами по одной и той же схемке, вот эту вот последовательность. Здесь, видите, она одинаковая, ничего здесь не меняется, все вяжется одинаково. С 9 по 26 ряд
Так что сейчас вам покажу на примере одного ряда, а дальше вы уже будете вязать самостоятельно. Значит, смотрите, каким образом мы вяжем все эти ряды. Если вы набрали вот таким вот, да, прямым полотном, не по кругу, тогда мы в начале ряда и в конце ряда делаем убавки. Здесь на схемке показано только то, что мы должны делать, получается, в начале ряда 3. Но если мы будем делать только с одной стороны постоянно 3 убавки, я имею в виду, что когда вяжем, ну, вот такое прямое полотно, да, то будет немножечко оно смещаться. Будет не очень смотреться, потому что здесь мы, получается, сделали 3 убавки, да, в одну сторону, а здесь ничего, но накид мы уже сделали. Поэтому, значит, смотрите, как мы вяжем. Это наш 9 ряд и все последующие нечетные ряды по 26. Значит, кромочную снимаем. Дальше я делаю убавку из 2 петель. На схемке показано 3, но это, ну, как бы я немножечко ее переделала. 3 я делаю уже здесь, когда вот идет у меня раппорт за раппортом, а когда начало и конец, я делаю убавку из 2 петель. Вот таким образом. Значит, мы их разворачиваем тоже в начале, потому что, видите, здесь идут вот такие вот под углом, под наклоном ряды, поэтому я их в начале ряда разворачиваю, чтобы сделать убавку с наклоном вправо. И за переднюю стенку провязываю 2 петли вместе, сделали убавку таким образом. Дальше 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, провязали вот все как по схемке, видите, да? 4 лицевые, дальше делаем накид, 1 лицевая, опять накид и 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, все, вот, провязали. На этом наш раппорт закончился. Если вы вяжете один раппорт, ну, даже если вы вяжете, конечно же, один раппорт, то вы здесь в конце тоже должны будете сделать убавку. Вот, и вяжу дальше. Значит, смотрите, вот у меня здесь идет центральная моя линия, и вот как показано на схемке, делаем убавку из 3 петель. Для этого я снимаю 2 петли, меняю их местами. Так, и сейчас просто провязываю 3 петли вместе, чтобы у меня вот эта центральная была посередине. Провязываю. Вот таким образом у меня центральная моя петля, она идет вот здесь, по центру. Так, сделали убавку и опять свяжем 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, делаем накид, лицевая, накид, опять 4 петли лицевых, 1, 2, 3, 4, провязали. Сейчас тоже опять меняем местами наши петли и 3 вместе провязываем. Делаем убавку из 3 петель. Провязали 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, накид, лицевая, накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, меняем местами, убавку из 3 петель, провязываем 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, накид, лицевая, накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, и вот здесь, да, казалось бы, вот 4-ю нужно провязать, и остается 1 петля.
И так как она у меня остается, я вот эту вот 4-ю свою провязываю убавкой с наклоном влево. Вот таким вот образом делаю убавку. 2 петли просто вместе провязываю, и это у меня идет моя 4-я лицевая. Это в конце ряда, когда уже. Так. И кромочная, изнаночная. И вот здесь вот вы можете заметить, вот мои убавки. Вот они идут, вот такие вот петельки видны. Это в конце каждого ряда я делала убавку. И здесь в начале ряда вот такие вот косички у меня тоже делала убавку. Все, ничего сложного, дальше вы можете продолжать вязать сами.